Добрый день! Это видео я рекомендую посмотреть всем владельцам корейских кроссоверов с полным приводом. Kia Sportage, Hyundai Santa Fe, Sorento, Tucson. Вот это все сюда. Потому что у корейских кроссоверов есть одна особенность, которая способна облегчить кошелек владельца примерно на сумму от 60 до 100 тысяч рублей. Это в ценах 2021 года. Вы на канале «Ремонт корейских автомобилей». Меня зовут Владимир Труфанов. Сегодня разбираемся с полным приводом. За моей спиной Kia Sportage 2013 года, и очевидно, что с полным приводом. Сегодня мы будем разбираться с его неисправностями. Я покажу вам очень интересный случай, до которого доводит, скажем так, незнание владельцам некоторых особенностей полного привода и забивание на его обслуживание. Так что будет очень-очень интересно. Разумеется, по ходу пьесы мы разберемся с устройством полного привода, всеми его компонентами, расскажу про все слабые участки, интересные места. Ну и, конечно, сделаем обзор запчастей, все, что нам понадобится для полномасштабного ремонта. Итак, в один не очень счастливый для владельца день полный привод вашего кроссовера внезапно отказывает. Надо сказать, что эта неисправность может связана быть с несколькими узлами. Мы по ним всем подробненько сейчас пройдемся. Но первое и самое главное, если внезапно полный привод на вашем автомобиле пропал, полезно первым делом залезть под капот автомобиля и проверить предохранитель, который обеспечивает питание системы полного привода. В подкапотном пространстве на блоке предохранителей, на крышке, пытливый владелец может найти вот такой вот предохранитель, прямо обозначенный 20-амперничек, который, собственно, отвечает за питание системы полного привода. И если вы отделались сгоревшим предохранителем, надо первым делом его проверить, то считайте, что отделались легко. Правда, это небольшой звоночек о том, что какой-то потребитель в цепи может потреблять повышенный ток. Ну, случайности бывают редко, и этот предохранитель, скорее всего, сгорел не просто так. Но если вы отделались сгоревшим предохранителем, считайте, что вам уже очень здорово повезло. На этом автомобиле ситуация совершенно другая. Итак, двигатель автомобиля работает, предохранитель в полном порядке, и давайте продемонстрируем, как выглядит неисправность полного привода. Изначально на всех корейских кроссоверах, ну ладно, на большинстве, подавляющем большинстве корейских кроссоверов, задний привод отключаемый. То есть у вас при начале движения автомобиля всегда задний привод работает, приводится в действие муфта, и задний привод работает. Но как только автомобиль набирает определенную скорость, у нас задний привод отключается. Вот сейчас включаем первую передачу и куда-то вроде бы едем. Мы наблюдаем, что переднее колесо вращается, заднее колесо при этом остается на месте. Даже если мы нажмем кнопку, увеличивающую интервал в продолжительности включения полного привода, например, чтобы вы выехали из болота или из песка откуда-то, полный привод, поверьте, волшебства не бывает, ниоткуда не появится. Кнопочку нажмем, полный привод. Та же самая история, то есть колесо остается на месте, это значит, что у нас по каким-то причинам крутящий момент на заднюю ось не передается. Давайте разбираться, почему это происходит. Немного об устройстве системы полного привода. От коробки переключения передач, от автомата в нашем случае, выходит вал, который уходит на переднее правое колесо через промежуточный вал и два шруса. Отбор мощности, отбор крутящего момента на заднюю ось осуществляется через раздаточную коробку. Вот она находится здесь. Мы будем ее еще сегодня снимать, все увидите. Далее у нас идет кардан с крестовиной, подвесной подшипник и, собственно, электрогидравлическая муфта отключения заднего привода. Управляется системой управления, подается сигнал, начинает работать насос, и пакет фрикционов отсоединяется либо присоединяется. Тем самым передает крутящий момент на задний мост. А диагностика системы в нашем случае достаточно проста. Достаточно просто покрутить кардан. Я его вращаю, и я чувствую, что он не испытывает никакого совершенно сопротивления в раздаточной коробке. Если бы полный привод был исправен, пусть с некоторым трудом, но я мог бы провернуть кардан, и он бы в свою очередь вращал полукорпус дифференциала в коробке, в самом автомате. Но здесь он вращается
буквально двумя пальчиками. Из этого я делаю очень простой вывод, что у нас имеется разрушение соединения вала раздаточной коробки, собственно, с полукорпусом дифференциала в коробке автомате. Звучит достаточно сложно, но смотрите видео дальше, мы все покажем, все расскажем, и все эти непонятные слова станут для вас яснее букваря. Ну и давайте поподробнее поговорим про муфту. Анатолий Петрович, наш эксперт по полному приводу, вот, прошу любить и жаловать. В двух словах для подписчиков, для чего нужна, как работает? Муфта, она работает, как вы говорили, по принципу фрикционов от включения. Она включается при начале движения. У этой машины постоянный полный привод. Наша муфта исправна, мы ее продиагностировали. Да. Но что с ними бывает? Какие косяки с муфтами вообще? У них бывает обрыв шлицов от чашки. У нас проблема в шлицах. Это все по жесткому соединению получается. Да, кардана с муфтой. И еще один момент. Постоянно летят сайлент-блоки. То есть, если полный привод накрывается, муфта накрывается, либо накрывается соединение, вот эти сайлент-блоки обычно рвутся попросту, выходят из строя. Да, они рвутся. Это можно даже не трогать кардан, посмотреть оборванный сайлент-блок, значит, что-то с уже есть гипотеза, что-то было. Для проверки сайлент-блока просто сымитируем вибрацию муфты. Петрович, давай с той стороны чуть-чуть. И мы увидим надрывы. Сразу же увидим на сайлент-блоке надрывы. Вот. Сайлент-блок оборван. Второй сайлент-блок, ну та же самая история, да? Они обычно парой выбивают, да, проверяем, да? Поэтому вот надрыв сайлент-блока это уже не звоночек, это колокол, как говорится. Сразу проверяем подвесной подшипник. Ни гула, ни перекатов, ничего. Тихо, хорошо. Исправен. Карданный вал снят. Теперь он займет свое законное место на довольно продолжительное время. Вот на нашем специальном стеллаже. Потому что этот ремонт достаточно долгий. Но вот у нас карданы хранятся отдельно. Разумеется, он подписан, да, чтобы не перепутать с чем-то другим и как бы понять, от какой он машины. Снимаем промежуточный вал. Вот он сейчас у нас уже отпущен. И посмотрим, в каком он у нас состоянии. Вот он, наш красавец. Вот он, промежуточный вал. Наружный шрус. Внутренний шрус и, собственно, сам промвал. Опять же, с подвесным подшипником. Вот с ним все в порядке в нашем случае. Ни люфта, ни шума, ничего нет. И уже по косвенным признакам мы видим следы ржавчины. Мы видим, что у нас сам вал рыжий. Остатки какой-то смазки здесь есть. Да, то есть пытались обслуживать полный привод, но это не помогло. Разумеется, все вычистим, обезжирим, смажем, соберем обратно, как было. Отлично. Просто изначально. Вот мы имеем раздатку. Ее самое главное назначение – это передавать крутящий момент от коробки на задний дифференциал. Вот. Если мы повращаем, то можем видеть, как это примерно работает. Да. Вот таким вот образом. Сама раздатка, Петрович, неисправности раздатки. Забыли залить масло на заводе, да? Да, вот. На заводе бывали случаи такие, да, когда с сухой раздаткой от дилера машина уезжает, вот, и потом идут такие приколы. Это первый момент. Момент второй – это, конечно же, проблемы со шлицевым соединением. Это наш случай, это то, с чем мы будем разбираться. Вот. Ну, если только пробить и масло с нее слить. Сальники редко летят. Очень редко. Здесь есть сапун сверху. Вот. Ну, короче, раздатка. Давайте рассмотрим на столе внимательно. Итак, вот у нас вал раздатки, где он входит в полукорпус дифференциала коробки. И я обещал вам толстого, пушистого полярного лиса, песца, да? Вот, он к нам пришел. Давайте посмотрим, в каком состоянии у нас шлицы здесь. Вот такое тут добро. Ну, во-первых, есть коррозия, ржавчина, остатки какой-то смазки.
металлические вкрапления. Сейчас подчистим, посмотрим. Но ржавчина обильная. Именно коррозия в этом соединении его убивает. Раздатка герметизируется в соединении с коробкой вот таким вот уплотнительным кольцом. Оно пойдет под выброс однозначно у нас, но тем не менее оно есть. Петрович, страдает больше вал или кукла? Страдает больше корпус дифференциала, кукла. Кукла так называемая. Здесь шлицы еще, вот сними крупненько. Вот у нас на месте, где происходит соприкосновение со шлицами полукорпуса, есть износ. Но при этом здесь шлицы как таковые есть. Будем разбирать, достанем, отмоем, очистим, все подробно покажу. Сливаем масло. Вот такая вот красота. Масло, по крайней мере, жидкое. Бывают случаи, да, когда забывают залить тупо на заводе. Крайне редко, но бывают. На обед пошли хюндаевцы, да, вот да, там да, киевцы. Ну, перекус, там, перекур. Все люди, да, надо понимать, что как бы... Вот. Ну и раздатка уехала сухая. Она реально, она новая. Есть что показать, да? Ну, давай посмотрим. Вот видите, Анатолий Петрович имеет коллекцию таких казусов. Это вот специально для вас небольшое лирическое отступление. Образец раздатки, в которой по каким-то неведомым, непонятным для нас причинам загадочная корейская душа вот, забыла залить масло. Либо русская душа. То есть тут вариантов очень много. Да, мне кажется, скорее всего, корейская. Они что поставляют готовые уже все. Раздатка вообще новая, да? То есть у нее состояние новое. Шлицы новые. Все здорово. Но при этом она выла, она гудела, владелец приезжает и говорит: ребята, как, чего. Так что вот такая вот история. Это вот... Тут внутри шестерни сгорели, ее восстановить уже никак. Нереально. Только на детали корпуса, как бы, да, ну что-то такое. А это крайне редко у раздаток выходит. Болты-гайки. Болты-гайки, да? Ну вот, тем не менее, это в музее Поле чудес хранится. Знаете, дорогие владельцы, вот кто сейчас... Сколько сейчас новая крыга стоит, Sportage? 2 ляма, кто готов вот там с лишним, по-моему, отстегнуть за Спартагу, да, вот новую. Вы, знаете, пальчиком залезьте в раздатку, проверьте, там все на месте. Да, прикол. Ладно, это в музей. Мы продолжаем нашу раздатку. Это пыльник и сальник. Они новые будут. Разумеется, да, будут меняться на новые, но вот можем видеть, что здесь у нас тоже следы коррозии, ржавчина. То же самое, сальники все пойдут под замену. Вот он сам вал, главная пара так называемая, которая передает вращение. Ну, угловой редуктор, самый обыкновенный. А вот наши шлицы. Сейчас зачищу, вам покажу, что там за красота. Снимаем подшипник, мы его меняем, соответственно, тоже. И вот вал наш красавец. Хорошие новости состоят в том, что данный вал допускает восстановление. Смотрите видео дальше, вы увидите, как это происходит. На специальном производстве вал обтачивается, в аргоне наплавляется очень прочная сталь и снова обтачивается, нарезаются шлицы. Вот. Это делается уже под конкретный полукорпус дифференциала, поэтому вал восстанавливается. Намного хуже картина с тем самым полукорпусом дифференциала, мама так называемая, куда этот вал входит в самой коробке. Шлицы просто залезало, да? Вал раздатки срезал шлицы внутри полукорпуса и, собственно, полный привод покинул чат на этом, да? Мы видим следы коррозии, мы видим различного рода грязь. Сейчас попробую немножко замыть, но потом, когда будем коробку разбирать, я вам все еще, конечно, подробно покажу. Привод пытались обслуживать, да, то есть видно, что смазку какую-то закладывали в него, но то же самое, видны следы коррозии, ржавчины. Внутри вообще дичь какая-то там, где промвал входит в коробку в саму. Вот. Это все происходит от того, что не обслуживается полный привод своевременно. И вот у нас сразу ржавчина. Вот это дерьмище оттуда побежало. Вот сколько там ржи было. Вот так вот все очень не слабо. Даже пальцем проводишь, не чувствуешь шлицы как таковые. Вот. Они намертво слизаны там. Вон они, все, она лысая. Ее съела, провернула и все, и больше. А полукорпус дифференциала выглядит вот так. Вот с одной из прежних автомашин мы сохранили. Вот.
Различается по видам, в зависимости от коробки, нужно подбирать конкретный, но вот факт остается фактом. Вот такие вот слизанные шлицы здесь, и он просто голый. Полукорпус дифференциала вообще-то, замене, ремонту не подлежит, да, он меняется. Вот. Есть технологии, есть умельцы, которые делают вставку сюда, ввертыш, соответственно, вваривают потом. Достаточно хлопотно. Вот, хлопотно и не гарантирует надежности. Вот вал, его проще обрабатывать, его проще восстанавливать. Полукорпус дифференциала под замену. Собственно так, раздатка сейчас пойдет на наш знаменитый стеллаж для полного привода. Автомобиль, в принципе, мы можем собрать, если загерметизировать, соответственно, муфту. Можно обратно вкинуть промвал, и некоторое время автомобиль может поездить на переднем приводе. А мы же отправляемся на завод к нашим смежникам, где будем смотреть, как восстанавливается, собственно, вал. Итак, друзья, я добрался до наших смежников, и ребята любезно позволили мне вот в уголочке аккуратненько подснять некоторые для вас моменты. Я не буду вам давать мастер-класс какой-то или там учить, как обрабатывать валы и так далее, но хочу донести до вас самое главное. Вот этот этап ремонта автомобиля, который мы сейчас рассматриваем, он очень и очень важен, потому что от качества материалов используемых, от опыта, знаний, умений и умений разбираться в материалах, в различного рода сплавах, в технологиях обработки металла, на этом этапе того мастера, который восстанавливает вал, зависит очень и очень многое. Простой пример, да, везде делают валы по-разному, с нашими ребятами мы работаем давно и за их качество ручаемся, но вот вам на этих фотографиях вы можете видеть, что далеко не всегда наплавка, используемые материалы, либо опыт сварщика дают нормальный результат, да, но посмотрите сами, вот непровары, поры различные, не говоря о том, что нередко используются просто неподходящие материалы, которые эту деталь погубят ровно через несколько, в лучшем случае, тысяч километров. И получите все то же самое, да, то есть может заново провернуть вал, положить коробку и тогда уже размолотить там все по-взрослому. Поэтому вот этап восстановления вала — это очень-очень важно. Рядом со мной есть образцы, на которых я покажу вам, в каких этапах проходит и что вообще делается с валом у нас. Проблемный образец, вот любезно предоставлен мне смежниками, вы можете видеть, к чему приводит заклинивание, опять же, главной пары и заклинивание муфты. Вот. И при том, что у нас шлицы нормальные, да, вот до такого состояния можно довести свою раздатку. Вот. Я, конечно, вам этого не желаю, но тем не менее. Итак, вот вам процесс восстановления вала буквально по шагам. Вы видите здесь сточившиеся зубья, да, вот они у нас серьезно пострадали. И, собственно, в таком виде вал поступает в работу. После этого происходит наплавка. Наплавка происходит среди аргона дуговой сваркой, либо тик-сваркой, так называемой. Вот. Наплавляется вот таким вот образом металл. Обтачивается на станке уже под очень точный диаметр, под то, как это должно быть, под все допуски. Обтачивается. И, собственно, потом на станке нарезаются зубья новые, опять же подгоняясь под полукорпус дифференциала. И вот, собственно, такой вал мы получаем для сборки раздатки. Итак, наш вал готов, качественно восстановлен. Нам остается только собрать коробку и отдать автомобиль владельцу. Вот здесь начинается самое интересное. Ну что же, восстановленный вал с нарезанными шлицами вернулся с завода. И мы сегодня имеем все, что необходимо для сборки. Восстановленный вал. Вот на этих кадрах вы можете видеть раздатку мы перебрали, заменили все уплотнения, сальники. Кроме того, сняли коробку, отмыли ее хорошенько, слили с нее масло, которое было уже побегавшее. Вот, и она готова к переборке. Вот, собственно, сейчас мы вам и покажем, как все это происходит. Из особенностей, друзья, эту часть видео я снимаю уже днем, прямо посреди рабочего дня, поэтому давайте, если будут проблемы со звуком, вы уже, как говорится, зла не держите, не все зависит от меня.
Продолжаем. Хорошей практикой при каждом снятии коробки является осмотреть поверхность двигателя, осмотреть мембрану и осмотреть уплотнение. Ну вот в нашем случае мы видим, что у нас задний сальник коленвала сухой, из-под него ничего не течет, мы не замывали. Это вот двигатель вот ровно так, как он был, да? Мы видим, что заглушка закручена нормально, из-под нее подтеканий нет. Хоть и редко, но бывают такие моменты с Hyundai Kia, когда на заводе не дотягивает вот эту заглушку, и она от вибрации откручивается, начинает из-под нее подтекать масло. Так что к двигателю, собственно, никаких вопросов здесь нет. У нас по нему никаких дополнительных работ не требуется. Ну и вот наша коробка. По поводу состояния масла. Масло было выработанное, но у нас масло здесь будет меняться. И еще один важный момент. Как вы видите, мы загерметизировали магистрали. Вот, поставили заглушечку. И, конечно, закрыли разъемы электрические, чтобы туда не попала влага. Коробка готова к разборке. Так. Это наш гидротрансформатор. Его крайне полезно осмотреть также, разумеется, да, то есть не должно быть на нем посторонних утечек. Вот, он должен быть весь герметичный, венец должен быть чистый, рабочий, как-то так. Как и любые шестиступенчатые коробки, наша А6 МФ1 для полного привода не допускает возможности замены фильтра без ее разбора. А мы как раз ее будем разбирать. Понимаете, к чему говорю, да? Фильтр обязательно заменим. Так, отлично. Уплотнительное колечко сразу. Вот, важный момент, ребят, направляющие. Вот раз, вот она два. Ни в коем случае не пролюбливать, никогда соосность без них не получите. Так. Сапун. Наша задача сейчас, наверное, вытащить в первую очередь корпус дифференциала. Все. Давайте поставим его сюда, наверное. Это мы закрываем обратно. Сейчас давай сразу эту. Да не, застройте. Ты наоборот ее ставишь. Угу. Все. Закрываем все, и вот наш корпус дифференциала. Наша задача, собственно, куколку заменить, поставить новую. Обязательно нужно проверить состояние заглушек, потому что нередко они страдают, начинают пропускать. Упусти этот момент, начнет течь коробка. Ничего хорошего в этом не будет. Вот две заглушечки. Одна и вторая. Ну, у нас они живые, замены не требуют. Если что, меняем. Ну и вот у меня в руках главный герой, собственно, всего сегодняшнего видео. То, ради чего нам потребовалось снять раздатку, коробку, разобрать пол машины, короче, одним словом, произвести весьма дорогостоящую механическую обработку и комплект запчастей. И, собственно, причиной чего стало несвоевременное обслуживание полного привода. Вот наш корпус дифференциала. Слева для вас старый, справа для вас новый. Как говорится, почувствуйте разницу. Пока Петрович меняет уплотнение, сальники и прочие мелочи в коробке, я расскажу вам несколько моментов, касающихся конкретно владением автомобиля с полным приводом. В первую очередь, конечно, корейцев, но во многом это относится к любым полноприводным автомобилям. Уважаемые владельцы корейских кроссоверов, я говорил об этом не раз уже в своих видео, но профилактика полного привода, смазка тех самых шлицов, которые мы сейчас на этом Sportage меняем в полукорпусе дифференциала, должна производиться хотя бы раз в 2 года. Это абсолютно базовая операция, и ее стоит делать регулярно. Поверьте мне, лучше потратить там что-то около 4000 рублей раз в 2 года, чем потом тратить условно 70 на замену полукорпуса дифференциала и все сопутствующие приколы. Это первое. Поэтому профилактика полного привода для вашего автомобиля это просто must-have. Справедливости ради хочу сказать то, что не у всех есть понимание, что такое профилактика. И практика у некоторых наших, коллегами, я не хочу их называть, да, вот. То есть такая практика, то есть отодвинуть раздаточку там на 2 сантиметра, помазать смазкой на пальчик, пальчиком залить
залезть, что-то там смазать, что-то там выдуть, продуть, и это назвать профилактикой полного привода. Ну, просто чтобы не заниматься разборкой вот тех узлов, которые вы видели, чтобы снять раздатку. Это, ребят, полная хрень, да, то есть профилактика полного привода предусматривает снятие раздатки, осмотр сальников, очистку всех продуктов коррозии и так далее. Помимо этого, часто умудряются загубить те самые заглушки, которые я вам в коробке показывал, которые начинают течь, если сделана профилактика неграмотно. Ну, например, если смазки набили туда, да, как не в себя, запрессовали, заглушка рвется, и коробка начинает лить уже трансмиссионкой. Это плохая затея, вот, абсолютно точно, то есть это надо уметь делать и практиковать. Если же вы занимаетесь такими вещами, как рыбалка, например, стаскиваете лодку, заезжаете в бездорожье, в болото, это стоит делать раз в год. Поймите правильно, при своевременном нормальном уходе обслуживании корейцы служат очень долго, но металл все-таки склонен к коррозии. Вот немножко сэкономили корейские товарищи на металле, так давайте компенсируем это своевременным обслуживанием полного привода. Это первое. Второй момент. Если вдруг вы видите неисправность какую-то, индикацию, полный привод себя как-то не так ведет, сразу же на диагностику, потому что сэкономите больше денег, поверьте мне, да, то есть не запускайте эти случаи, там все тащит одно за другим. Вот. Ну, простой пример. Муфта оборвала сайлентблоки задние, да, тоже здесь будем их менять. Ну, в общем, не запускайте. Вот. Еще важный момент. Аккуратно эксплуатируйте полный привод. Он не любит высоких нагрузок, он не любит рваных режимов. Особенно он не любит таких моментов, когда вы переезжаете с одного покрытия на другое, а коэффициент сцепления у них разный. Характерный пример, когда с проселочной дороги со льда выезжаете на асфальт, вот, у вас передняя ось подхватывает, идет удар в полный привод сразу. То есть можно оборвать, нечего делать коробку, особенно если в этот момент активно прогазовывать. То есть на участках, где идет стык дорожных покрытий, например, асфальт и грязь, да, лед и асфальт, лед и грунтовка, просто плавно работайте педалью газа, не наваливайте до упора, это просто, ну, сбережет. Сбережет те самые шлицы, и муфту, и кардан с крестовинами и так далее. И, наконец, еще один важный момент. Было несколько маразматичных случаев, когда владельцы устанавливали колеса разных размеров. Вот запомните, на кроссоверах с полным приводом ни в коем случае нельзя устанавливать колеса с разными размерами, потому что у нас диаметры колес разные, соответственно, вращение передается по-разному, выламываем точно так же, обрываем эти зубья, даже исправные. То есть можно загубить очень быстро, если поставить задние или передние колеса, отличающиеся по размеру. Та же самая история касается запаски. Если вы прокололи колесо, вынуждены ставить запаску, вам где-то нужно поставить, а она у вас по размеру отличается, всегда смотрите на размер запаски. То же самое, буквально несколько, там, 10-20 километров можете положить себе полный привод. Нагрузки идут очень большие на механизмы и также проворачивает, срезает зубья. В конце концов, если вам пришлось так сделать, да, поставить запаску другого размера, не поленитесь, залезьте в подкапотный блок и вытащите предохранитель полного привода, чтобы он, по крайней мере, не работал. И двигайтесь аккуратно, не надо разгоняться там до 160 на этой запаске, это попросту небезопасно на автомобилях. Но вот в таких случаях, да, просто вытащите предохранитель. Ну и, наконец, даже износ колес влияет на это. Если у вас изношены сильно, допустим, передние шины, а вы ставите задние новые, вот, размер шин влияет в том числе на полный привод. Поэтому, если меняете шины, лучше меняйте комплектом, и да пребудет с вами сила, как говорится. Вот, наверное, с этого кусочка нужно было начинать. Это всех, вот, кого не интересует техническая часть, которой мы занимаемся, это советы и рекомендации для простых владельцев. Вероятно, я немножко снижу прибыль наших автосервисов тем, что поделился с вами этой информацией, но, кроме шуток, это действительно полезно и позволит вам сэкономить серьезные деньги в семейном бюджете. Времена трудные, не надо так. Ну и вот, пользуясь случаем, тем, что коробка у нас снята с автомобиля, крышка располовинена, мы меняем фильтр. Это можно сделать только на снятой коробке. И вон он. Что касается шестиступок. Да. Ну и, конечно, внимательно осматриваем, не отворачивается ли вот этот болт. Потому что нередко бывает так, что он дает слабину, да, начинает выворачиваться со всеми приколами для коробки.
как-то так. Оригинальный фильтр, вот мы его поставим. Несколько важных моментов. Ставить не оригинальный фильтр, ну так себе идея, да, Петрович? Да, это плохая идея. Плохая идея, потому что можно положить коробку. Фильтр только оригинальный. И важный момент, всегда смотрите, чтобы на месте было вот это уплотнение. Да? Оно должно четко, хорошо прилечь к каналу, по которому подается масло, потому что если этого не сделать, может быть подсос воздуха. Опять же, со всеми последствиями для бублика, пакета фрикционов и так далее. Ничего хорошего не будет. Ну, а это старый фильтр, он тоже может нам очень многое рассказать. Он войлочный, внутри войлочная вставка. И рекомендуется при ярком свете очень внимательно осмотреть, нет ли там металлических частиц, вот, песчинок, грязи, таких вещей. У нас масло выработанное, фильтр подуставший, но при этом никаких металлических вкраплений, вот пресловутого звездного неба, да, когда фонарем светишь, а там отблески такие. Такого ничего нет. Из этого можно сделать вывод, что коробка у нас в порядке. Но фильтр, разумеется, меняем. Ну что ж, наша коробка заправляется маслом, готова к установке, полукорпус дифференциала заменен. И, как говорили в старых советских книжках, сборку произвести в обратном порядке. Не думаю, что вам будет интересно подключение магистралей, разъемов. В общем, у меня нет задачи сделать техническое руководство по замену полукорпусов дифференциала. Но, как вы сами видели, в этой работе очень много всяких тонкостей, моментов, нюансов. Поэтому выполнять ее, наверное, в гараже самостоятельно, ну, и затея так себе. Вот. Если вдруг с вашим полным приводом случилось нечто похожее, наши автосервисы всегда к вашим услугам. Ссылки и телефоны и все прочее найдете под видео. Ну а самое главное, своевременная диагностика и профилактика. Это обеспечение того, что не придется тратиться на автомобиль вот в подобных объемах, в подобных масштабных работах. Друзья, если есть какие-то вопросы, пишите в комментарии под видео. Буду рад пообщаться. Вот. Каждый случай подобного ремонта индивидуален, нужно смотреть по составу запчастей. Здесь, например, мы еще сайлентблоки будем сзади менять на муфте. Но в любом случае операция эта привычна. Наверное, 2-3 автомобиля за неделю с подобным обращением мы делаем. Поэтому обращайтесь, всегда к вашим услугам. Спасибо, что подписаны на канал. Спасибо за всю вашу активность, которая помогает продвижению видео, лайки, комментарии, тому подобные вещи. Пишите, что снять еще. До новых встреч. Ну вот, собственно, наш красавец готов. Вы можете видеть, что все колеса крутятся, полный привод работает, сайлентблоки заменили, все работы по коробке раздатки вы видели. Вот, Петрович рулит процессом там. Ну и, разумеется, провели адаптацию. Ремонт полного привода требует адаптации, подключили оборудование и адаптировали полный привод. Вот как-то так. Это уже послесловие у нас по скриптум. Все, всем пока-пока. До новых встреч.